Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Женщина-каннибал зарезала подругу до смерти, прежде чем приготовить и съесть ее. В Иркутской области молодая мать зарубила свою подругу, а потом устроила каннибальское пиршество в присутствии своего 7-летнего сына и другой приятельницы. Это преступление шокировало многих и попало даже в британскую прессу. О самой Лесе известно немного. Ее мать умерла рано, до 16 лет воспитывалась отчимом, а после осталась совсем одна. Об отчиме говорит, что он был для нее как родной отец, заботился, воспитывал ее, и если бы не его смерть, то жизнь, возможно, сложилась бы по-иному. Олеся вышла замуж в 18 лет и родила ребенка, но семейное счастье продлилось недолго, муж повесился прямо во дворе собственного дома. Она очень тяжело перенесла такой уход мужа. Тут ее и поддержали подруги, склоняли к выпивке, мол, так проще будет смириться с его уходом. Но вскоре это переросло почти в ежедневные застолья. Об одном из них и пойдет речь. Олеся Мостовщикова зарубила свою знакомую топором при распитии спиртных напитков из-за внезапно вспыхнувшей неприязни. Убийство на почве пьянства – событие в наше время нередкое. 80% преступлений против личности, как свидетельствует статистика, совершается именно под градусом. Поражает, правда, жестокость расправы над собутыльницей, чья вина состояла лишь в том, что она не смогла убраться из дома хозяйки по первому требованию, оказалась слишком для этого пьяна. И тогда хозяйка начала угощать растянувшуюся у порога подругу пинками, а поскольку это не помогло избавиться от ставшей в тягость гостьи, вооружилась топором и кухонным ножом. 51 удар этими инструментами, как показала судебно-медицинская экспертиза, довершили дело. 30-летняя собутыльница скончалась на месте от несовместимых с жизнью ранений. В первую очередь закрытой черепно-мозговой травмы с множественными переломами костей черепа и отеком головного мозга. Свидетелями этого страшного убийства стали сын первоклассник и подруга, которая заскочила к Мостовщиковой скоротать вечерок за рюмкой, но подгадала к страшному финалу застолья. Ребенок, сидевший в комнате, вынужден был не только наблюдать, как пьяная мать орудует топором, но и слушать предсмертные хрипы жертвы. Убив собутыльницу, мать 8-летнего Илюши кухонным ножом отрезала жертве уши, а потом стала пальцем выковыривать ей глаз. Свои трофеи она кинула в печку. Туда же отправилась и отрубленная вслед за этим рука. Причем вошедшая в раз женщина несколько раз доставала руку из огня, пробовала на вкус и снова кидала в печь со словами «невкусно, еще не прожарилась». Покончив с этим диким ритуалом, хозяйка решила навести в доме порядок. К генеральной уборке она пыталась привлечь и сына, отправляла его за водой для мытья полов. Но перепуганный мальчик наотрез отказался выходить из комнаты, где он затаился, в залитую кровью кухню. И добрая мамаша оставила ребенка в покое. Зато подруге отвертеться не удалось. Побоявшись стать следующей жертвой разошедшейся хозяйки, она помогла ей прятать труп. Молодые женщины, которые познакомились на Шанхайке, подрабатывая там продавщицами, а потом стружились на почве совместного распития спиртного, опыта в сокрытии трупов еще не имели. Сначала они перетащили тело в сарай, потом вернули в дом и скинули в подполье. Затем попытались вытащить оттуда тяжелую ношу, привязав к ней веревку. А когда селенок не хватило, решено было жертву расчленить. В ход опять пошли топор и нож, к которым присоединилась пила. Вся эта суета заняла неделю.
Убийство было совершено 6 марта нынешнего года, а 13 марта бомжи, роясь в мусорных контейнерах в поисках объедков, извлекли из мешка на свет Божий 2 женские ноги. Всю неделю, пока не приходилось возиться с трупом, подруги, что называется, не просыхали. Пили водку и разведенный спирт, похмеляясь пивом. Иногда вдвоем, а иногда и в компании со знакомыми мужиками, которым рассказывали подробности приключения. 7 марта, когда на закуску ничего, кроме риса, не осталось, Мостовщикова слазила в погреб, откромсала кусок мяса с бедра своей жертвы. Подружки его мелко порезали, пожарили с лучком и съели с рисом в качестве гарнира. Заботливая мамаша и сыну предложила подкрепиться, но голодный мальчик, для которого не было секретом, из чего приготовлено блюдо, отказался. Раскрывать преступление пришлось в условиях неочевидности. Обнаружив в мусорном баке на пересечении улиц Бестужева и Освобождения мешок с человеческими останками, оперативники пустили по следу собаку по кличке Милан. Она и привела разыскников к обезноженному трупу, спрятанному в ограде частного дома по улице Освобождения. Сумка с обезображенным телом так и стояла за туалетом. Четвероногий сыщик показал своим коллегам и сарай, где тело хранилось в первую ночь, и подполье, где потом его расчленяли. И комнату, где совершалось убийство, и даже печку, в которой жарилось мясо. Восстановить картину случившегося смогли сотрудники ОВД по Куйбышевскому району Иркутска. Здесь задержанная в красках описала тот день и все последующие манипуляции с телом убитой. Они немного отличаются от того, что было в рассказе выше. В пятницу днем 13 марта нам поступило сообщение от местных жителей, рассказывает Вадим Шестаков, начальник криминальной милиции ОВД по Куйбышевскому району Иркутска. Пенсионерки увидели, что в мусорном контейнере из мешка торчат человеческие ноги, и позвонили в дежурную часть. Оперативники приступили к обследованию частного сектора. Было осмотрено более 50 дворов на 6 улицах предместья. На улице Освобождения, в доме номер 55, оперативники наткнулись на то, что искали. Подозреваемая вместе с подругой рыла яму в теплице, когда наши сотрудники пришли в этот дом, рассказывает Вадим Анатольевич. Во дворе они заметили бурые пятна, похожие на следы крови. На вопросы милиционеров о возникновении пятен Олеся спокойно ответила, что она здесь убила собаку, мясо которой съела. Это ее способ борьбы с туберкулезом. Даже когда за деревянным туалетом оперативники нашли китайский баул, внутри которого лежал мешок с остальными частями тела убитой, 27-летняя Олеся все отрицала. «Это не мое, это кто-то подбросил». Однако огромное количество крови в доме, во дворе, в подполье не оставило сомнений. Обеих женщин задержали и доставили в отделение. Здесь Олеся Мостовщикова рассказала, как все было. «Я взяла топор и ударила ее несколько раз по голове, после чего отрезала уши, выколола глаз, отрезала руку и кисть. Кисть, руку, уши и глаз сожгла в печке», совершенно спокойно перед видеокамерой оперативников рассказала Олеся Мостовщикова. Мертвую девушку Олеся столкнула в подполье. Другая подруга Мостовщиковой, по ее словам, попыталась убежать, но Олеся догнала ее и стала угрожать, что если та уйдет или расскажет кому-нибудь о том, что произошло, то ее ждет и та же участь. Еще через некоторое время мы с Юлей спустились в подвал, так как она сказала, что хочет поесть мясо. Мы отрезали кусок, пожарили и поели. Еще несколько дней труп убитый лежал в подвале дома. А потом, когда на дворе потеплело, Олеся решила избавиться от него. Части тела отнесли на мусорку, установленную в 250 метрах от дома. Остальное было решено закопать в огороде. В этот момент и нагрянули в дом оперативники. Сейчас Олеся содержится в СИЗО-1. В ближайшее время ей предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу. Ее сын находится у тети. Женщина собирает документы, чтобы оформить опекунство над мальчиком. К свидетельнице убийства мера пресечения не применялась. Она отпущена домой. Старший следователь правобрежного межрайонного следственного отдела по городу Иркутску СУ при прокуратуре РФ Алексей Лукин рассказал, что обвиняемая на допросах и очных ставках давала полные и правдивые показания. Она раскаивалась, плакала и переживала, что на суде придется смотреть в глаза отцу убитой подруги, которая была хоть и хронической алкоголичкой, но из хорошей семьи. Сына обвиняемой допрашивать не стали.
По словам тети, у которой мальчик проживает, он стал замкнутым, кричал ночами, боялся отвечать на вопросы о маме. Ребенку выпало слишком много испытаний. Под Новый год в состоянии белой горячки повесился его отец, а накануне Международного женского дня мать устроила в доме кровавое побоище. Самое страшное, что весь этот кошмар происходил на глазах у 7-летнего ребенка, говорят в милиции. Если мальчик не видел самого момента убийства, то все остальное ему наверняка пришлось наблюдать. К тому же мать наверняка кормила сына человечиной. Отказался ли он? Вряд ли. Судя по тому, что мы видели в доме Мостовщиковой, никто не заботился о полноценном питании мальчика. Судебно-психиатрическая экспертиза подсудимой проводилась в условиях стационара и подтвердила ее вменяемость и способность контролировать свои действия. Сама Олеся объясняла свое чудовищное поведение воздействием алкоголя. «Была бы трезвая, разве совершила бы такое?» – сказала она. Судья Куйбышевского районного суда Иркутска Александр Финк приговорил убийцу, глумившуюся над телом своей жертвы, к 8 годам и 7 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание ей придется в колонии общего режима. Кроме того, ей придется выплатить 350 тысяч семье своей жертвы Татьяны Романчук, материальный и моральный ущерб. Отец Татьяны Романчук, хотя и счел приговор слишком мягким, кассационную жалобу подавать не собирается. Как вы считаете, достаточно ли наказания для такого зверского убийства? И почему до сих пор нет отдельной статьи за каннибализм? Как теперь будет жить хоть и маленький, но уже все осознающий ребенок после всего случившегося? Пишите свое мнение в комментариях. Но я с вами прощаюсь. Всем пока. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.